Приветствую тебя, очередной зритель, ты попал на канал Forever Young, наверное, случайно. Это уже 18-й выпуск рубрики «Непростая распаковка». Сегодня мы занимаемся магией вне Хогвартса, превращаем деньги в пластик. Сегодня в меню микс из игр для разных платформ, что есть у него дома, а их у него больше, чем здоровых привычек. Тут и современные игры, и такое старое ретро, что от коробок пахнет 90-ми и несбывшимися надеждами. Приготовься, будет много пластикового хруста, шуршания пленки и порванного картона. Forever Young. Так, и первая посылка этого выпуска. Очередная картонная коробка. Пришла, кажется, по DPD. Информации не так уж много. Отправитель Сакки. Это город, а не имя отправителя. Это где-то в Крыму, кажется, если я не ошибаюсь. Отлично все упаковано в пупырку. И здесь у нас Virtua Fighter 2 на Sega Saturn. Японского региона, когда 3D было в новинку, немного угловато. Да, графика на тот момент это кубики, но какие. По нынешним меркам герои выглядят так, как будто их собрали из конструктора. Полигон. В 94 году это был прорыв. Геймплей здесь простой, 3 кнопки и миллион тактик. А здесь нет фаерболов или кровавых фаталити. Virtua Fighter делает ставку на тактику, а не на шоу. Герои парят в воздухе, будто бы гравитация взяла выходной. Похоже, что они тренировались не в дадзё, а на МКС. Да, это как старый друг, местами неуклюжий, немного устаревший, но все еще умеет рассмешить и затянуть в бой на пару часов. Если хочешь почувствовать дух 90-х, где 3D только учился ходить, то готовься к полигональной драке. Пупырка мясопрокладки, молодец. Это Анимуша Warlords японского региона. А в издании Golden Label для PlayStation 2. Самурайский хоррор с душой Resident Evil. В этой игре ты самурай феодальной Японии, но не простой, а тот, кому предстоит рубить демонов, разгадывать головоломки и при этом не запутаться в управлении. Игра, которая взяла формулу Resident Evil и перенесла ее в мир самураев и юкаев. Здесь за основу взят исторический период феодальной Японии и щедро сдабривают ее мистикой. Пупырка, карточка регистрации, флаер с биохазардом и Devil May Cry. Мануал просто бомба в цвете и с изображением персонажей. Вы играете за Самоноски Акети, который отправляется спасать принцессу из лап демонов. Вокруг мрачные замки, туманные леса и зловещие ритуалы. Атмосфера здесь такая густая, что ее можно нарезать катаной. Кто не знал, внешность Самоноски срисована с актера Такеши. Так что ваш самурай не только бьет демонов, но и выглядит стильно. Я только припоминаю один фильм с его участием, это «Дом летающих ножей». Да, такой в стиле китайского кунг-фу снят фильм. Рубить демонов катаной одно удовольствие здесь. Так, запускаем версию для японских господ. Ребята, вы только посмотрите на эту заставку. Эпично зашкаливает. А вот и старина Нобунага Ода. Выглядит так, будто он только что съел лимон, но все равно планирует захватить мир до обеда. Графика для PlayStation 2 просто мое почтение. Обрати внимание на постановку сцен. Это же чистый Куросава на стероидах. Мечи звенят, искры летят. Оператор явно знал, куда ставить камеру. Постановка боев здесь даст прикурить многим современным играм. Каждый взмах чувствуется как искусство, а не просто тыканье палкой. Играем за Самоноски. Вижу принцессу Юки.
На него напали двое бедолаг. Парни, вы серьезно? Я профессиональный самурай, а вы просто пушечное мясо для первой минуты геймплея. Раз-два, я не в небесном офисе. Но стоило мне почувствовать себя героем, как опа, вышел босс и забрал ее. Так, это можно назвать самурайским клинингом. Ну что ж, идем мстить. Раздаем автографы катаны направо и налево. А, нас заперли? 4 демона в тесной комнате. Ребята, это не я заперт с вами, это вы заперты со мной. Кстати, хочу отметить управление, оно на удивление отзывчиво. Самоноски слушается каждой кнопки, никакой кисельности. Несмотря на фиксированную камеру, шинковать врагов одно удовольствие. Геймплей затягивает. Ты буквально чувствуешь каждый блок и каждый контратакующий выпад. Очень бот для игры такого возраста. А дальше у нас посылка. Посылка из Москвы. Ее нам прислала Наталья. И данные игры у нас на PlayStation 2. Так, это у нас Smash Court Tennis Pro Tournament 2. Никаких магических суперударов, а только реальные техники, слайсы, топ-спины, дропшоты, смеши. Но иногда мяч ведет себя так, что гравитация не важна, может улететь куда-то в космос. А безумные удары, нарушающие законы физики. Тут также есть режим карьеры, ты можешь вырастить звезду из новичка. Звездный состав в игре из 16 реальных теннисистов, включая Энди Роддика, Тима Хэнмана и Серену Уильямс. И как же без Анны Курниковой? Ну да, ту самую. Также здесь камео из других вселенных. Разработчики хотел из Konami сказать, но тут разработчики из Namco решили повеселиться и добавили в игру персонажей из своих франшиз, как, например, Хейхати Мисима из Тейкена, также Кассандру и Рафаэля из Soul Calibur. Никаких ударов карате, только честный теннис. А дальше у нас идет Spider-Man 3. Platinum, PlayStation 2. Питер Паркер в черном костюме. И нет, это не про Трау, это про симбиота. Да, я любил рисовать данного паразита. Да, немало стаканчиков для кофе я испортил. И парт в аудитории университета. Открытый мир для хулиганства и геройства. Черный костюм дает новые способности, но если играть слишком агрессивно, горожане начнут вас бояться. Мораль проста. Как говорил дядя Бен, чем больше сила, тем больше ответственность, Паркер. Чем больше силы, тем больше и ответственность. И тут у нас написано Every hero has a dark side. Unleashed it. А каждый герой имеет темную сторону. Дай ей волю.
Данная игра вышла в день премьеры фильма. Да, маркетинговый ход, который сработал. Игра следует сюжету третьего фильма, но добавляется несколько неожиданных поворотов. А Columbia Pictures представляет. А кто не знал, это Sony Pictures. А вот эта заставка мне нравится всегда. Marvel. А оказывается, уже у Питера начались симптомы симбиота. Он говорит то, что ему нравится, что сотворили с этим местом. Ему уже нравится хаос. И закадровый голос Брюса Кэмпбелла говорит, кем бы был бы Человек-паук без своих суперспособностей? И он сам же отвечает, просто человеком. Да, и он намекает, чтобы я использовал свои способности Человека-паука, чтобы ползать по стенам. Ну какой же остроумный этот Брюс Кэмпбелл. Дайте дороже Человеку-пауку планы нашего босса. Типа того. Да, и после того, как я сейчас играл последнюю часть Человека-паука, данная часть смекается очень медленной. Да, ограниченной в движениях. Ты знаешь, в моих воспоминаниях данная игра была более лучше. И сейчас я понимаю, конечно, то, что технологии ушли далеко вперед. Но все же оставляет ностальгию. Как мешок закинул себе на плечо данную мадам. Питер Паркер, где твои манеры? Посылка номер 3. Так, посылка от Александра. Вот так вот так. Из Орла, города, где Тургенев черпал вдохновение. Если бы Тургенев разрабатывал игры, он бы создал файтинг в духе отцов и детей для решения конфликтов поколений. От автора нашумевшего хоррор-экшена «Муму. Глубины молчания» Иван Сергеевич Тургенев возвращается с новым проектом, который заставит вас пересмотреть классику. А забудьте про скучные споры в усадьбе. Пришло время решать конфликт поколений кулаками. А новый файтинг. Отцы и дети, спрашивайте в библиотеках вашего города. Тут у нас GTA Trilogy. В пленке. О, святая пленка. 3 эпохи криминального безумия в одной коробке. GTA 3. 2001 год. А это мрачный Либерти-Сити, безымянный Клод и атмосфера нуара. Первая 3D-часть серии, где все еще кажется новым и пугающим. Также здесь имеется GTA Vice City, неоновые огни, стиль 80-х и Томми Версетти, который строит криминальную империю. Здесь даже радио произведение искусства. И GTA San Andreas, огромный мир, CJ, качалка, банда и тонны контента. А вершина эволюции PlayStation 2. Ох уж эта пленка. Посылка номер 4. Александр. Александр, этот город наш с тобою. Навеки связаны мы с ним одной судьбою. Из города Тулы, где когда-то ковались мечи и собирались самовары, а теперь геймеры ищут редкие диски. И снова литературная связь. Как ты знаешь, Тула родина Льва Толстого. Навряд ли он сделал бы файтинг. Скорее всего, сделал бы стратегию в духе «Война и мир», с интригами и философскими диалогами. А тут у нас Silent Hill Homecoming на PlayStation 3. А это у нас пленочный рукав для сохранности. Да, и тут написано, смотрите, внизу Шепард. Одной проблемы меньше. Это командир Шепард. Тут Алекс Шепард.
И неспроста, кто данную игру не знает или кто не играл в нее, это прямая отсылка к фамилии этого персонажа, главного героя и его семьи. Также она связывает его с названием города Шепардс Глен. Игра стала динамичной, зрелищной, но потеряла часть фильмной атмосферы. Evil welcomes you back home. А что в переводе значит «зло приветствует тебя обратно дома». Да, радушный прием, я чувствую, будет. Изначально игру планировали назвать Silent Hill 5, но в 2008 году сменили на Homecoming. Видимо, чтобы подчеркнуть семейную драму. Да-да, Алекс возвращается, чтобы найти своего младшего брата. И тут начинается поглощение его в свое подсознание. Саундтрек также написал Акира Ямаоки, хотя разработчики игры уже другие. И это у нас Silent Hill в Силде, ребята. Вот это отлично. Просто der фантастик. Белиссимо. А так, следующая игра это у нас Bust a Move Arcade Edition 2 на PlayStation 1. Точнее, просто на PlayStation. Это головоломка, где шарики взрываются от твоей меткости. Простой, но затягивающий геймплей. Уровни, которые сначала кажутся легкими, а потом внезапно бьют по самолюбию. В Японии игра вышла как Puzzle Bubble. В США Bust a Move 2 Arcade Edition, а в Европе просто Bust a Move 2. Так что у нас в руках с тобой Bust a Move 2 Arcade Edition американского региона. Дальше в очереди у нас идет Формула 1. Я знаю, что это 96-го года, она у меня была. Я вот сейчас даже боюсь его включать, ребята. Это настолько, мне кажется, пугающая графика, что я буду разочарован. Ну, стоит поиграть, посмотреть, вспомнить. Геймплей простой, газ пол, тормоза потом. Тут 17 трасс сезона 95-го года. От узких улочек Монако до скоростных прямых Монцы. Аутентичные болиды 90-х. Трассы, которые ты узнаешь, если смотрел Формула-1. Формула-1 уже 98-го года, ребята. Formula One 98 rules. Где физика – это рекомендация, а не правила. А где на обложке трио немец Миша Шумахер, финн Микка Хаккинен, а третьего не помню, сорян. Надеюсь, Алексей Попов и Наталья Фабричная меня не смотрят. Потому что всегда есть внимательный зритель в Иркутске, например. Это голоса Формулы-1 для российских зрителей, вдруг кто не знает. Геймплей здесь не фонтан, тут также газ в пол, но тормоза, если повезет. Здесь игра предоставляет тебе уже 16 официальных трасс сезона 98 года, от Монако до Сузуки. Тут казус был из-за авторских прав, Жак Вильнёв не был включен в данную игру, то есть его имя и изображение не попали в игру. Вместо него просто написали Williams Driver One с указанием национальности внешняя Монголия. Я даже не знал, что такая существует.
Так, мы продолжаем, и снова посылка, отлично упакована. И снова Александр, уже третий за этот ролик. Когда я Александр, я настоящий Андер. И снова Тула, кажется, тот же отправитель. А не думаю, что здесь тульские пряники или книга от Леона Толстого. А тут у нас Soul Calibur 2 до PlayStation 2. Мечи, эксцентричные персонажи и дед, который не на своем месте. Да, тут мы видим на обложке Хейхати Мисима из Тейкена. Да, тот самый у нас уже был, он в теннисе, теперь здесь, как эксклюзивный гость. А в сериях для разных консолей были свои приглашенные звезды, как, например, на GameCube был Линк из Legend of Zelda, а на Xbox Spawn. Да, тут также и в других частях имеется Йошимицу, непосредственный участник данного турнира. Это файтинг, где оружие не дополнение, а главный герой. Тут огромный выбор оружия, меч, топор, нунчаки, выбирай и руби в капусту. Do not lose. И дана надпись гласит «Не проиграй». А это у нас проспект. You ready for this? Да, видим, что в начале игры еще не все персонажи открыты. А в таком случае выберем Мицуруги. Сквозь года данная игра оставляет хорошее впечатление. Бодрый, быстрый файтинг, разнообразными приемами. Красивая графика, красивая мелодия и красивые локации для файтингов. И снова Мицуруги побеждает. Многообразие разновидностей оружия. От нунчак, каких-то хлыстов, обручей и мечей. Так, и следующая посылка у нас из Казани. Навряд ли я здесь найду чак-чак, национальный десерт, который является символом гостеприимства в Казани. Отправитель у нас загадочный С. Что такое? Это сихофазотрон. Фамилию я убрал. И тут у нас Diablo 3 на PlayStation 3. Живьем, брат демонов! А добро пожаловать в мир, где демоны не редкость. Плюс бонус, шлем преисподней, мрачный мир санктуария, тонны лута и эпических предметов. А руби, собирай и повторяй. Касцены все так же эпичны, как на ПК. Смотреть их одно удовольствие. А слово в чем его величие. На PlayStation 3 это как поход в ад с друзьями. Шумно, весело и очень много лута. Игра потеряла часть хардкорности с ПК-версии, но приобрела удобство и атмосферу совместного веселья. А бокс видал времена и получше. Мануал. Промокод на шлем преисподней. Скорее всего, бокс треснут во время транспортировки. А бэкарт. Атмосферный. А когда приблизятся последние дни, свет справедливости озарит мир людей. Посмотри, красиво сделали обложку, текст прям выделяется. Также с обратной стороны видим выделенный рисунок. Еще одна посылка, 6-я по счету, это точно еще не крайняя посылка этого ролика. Не маленькая, но и небольшая. А посылка из Ногинска от Татьяны. Таня! Да, чего? А белый короб. Все отлично было упаковано, за что отдельное спасибо Татьяне. И тут у нас платиновая посылка, как я вижу, потому что здесь 3 игры на PlayStation 2 и все в платине. True Crime LA.
версию Platinum. А полицейский экшен в Лос-Анджелесе, где закон это вы, а правила можно трактовать творчески. Да, и тут из особенностей это открытый мир с кучей возможностей. Выбор между хорошим и плохим полицейским. Погони, перестрелки и атмосфера 2000-х. А Splinter Cell. Splinter Cell. Chaos Theory. Также версия Platinum. Теория хаоса. Тут тишина важнее скорости, а тень надежнее брони. А Сэм Фишер снова в деле. Да, это эталон стелл-экшена начала 2000-х. Игра вознаграждает за терпение и наказывает за ошибки. Но всегда дает шанс исправить ситуацию. И это у нас True Crime New York. У нас был ее предшественник LA. Кто не в курсе, Sleeping Dogs должна была быть продолжением True Crime LA. И называться она должна была True Crime Hong Kong. Но потом все вышло как вышло. True Conflict, True Power, True New York. Настоящий конфликт, настоящая власть и настоящий Нью-Йорк. Так, кажется, переводится данный текст. И в боксе мануал на месте. Почему-то в молодости мне казалось, что я играю за Snoop Dogg, а он просто похож на него. А зато в LA можно активировать Snoop Dogg как секретного персонажа. А платиновый сборник игр уходит на полку. А это у нас большая посылка. Это у нас от Роберта. Его имя Роберт. Из города Санкт-Петербург. Культурной столицы. Где подъезд это парадная, а бордюр это поребрик. А шаурма это шаверма. Ого, Роберт у нас любитель ганмана. И к тому же собиратель. Как я знаю, это конструктор. Интересно. Тут нас встречают цифры 52 с артами Лафи с One Piece. Это только одна игра. Ожидал чуть больше, видя такую коробку. А это у нас Forza Horizon. Да, одна игра, ну какая? Forza Horizon на Xbox 360. Это польская версия. И русская. Привет! Первая игра для зеленых на этом канале. Играл и прошел на релизе данную игру. Была пиратка за 300 рублей. И был доволен данной игрой. Это фестиваль скорости в сердце Колорадо. Сотни автомобилей на любой вкус. А динамичная смена дня, ночи и погоды. И самое главное здесь музыка, которая заставляет давить на газ еще сильнее. Однозначно хорошая игра. Кто не играл, советую поиграть. Даже первая часть вам даст хорошее впечатление о гонках. Наталья. Морская пехота. Москва. А цена содержимого 1850 рублей. И это неожиданный гость в данной игровой распаковке. А это понижающий трансформатор от Натальи. Назначение пока оставлю за занавесом загадки, но возможно он оживит какую-то редкую консоль из прошлого. Теория заговора. Может, это ключ к порталу 90-е. Посылка от Артема. Молодец, Артем. А сама посылка пришла из Нижнего Новгорода. Видимо, тут указана цена 1700 рублей. Видимо, у нас Артем поклонник Толкина. Тут у нас Голум.
The Lord of the Rings на PlayStation 4 в силде «Моя прелесть» или «Моя боль». Игра про самого неоднозначного персонажа Средиземья. Это стелс-платформер. Да, хотя тут прыжки по уступам могут свести с ума быстрее, чем само «Кольцо всевластия». Тут текстура уровня 2007 года, а баги как часть геймплея. Это как поход в Мордор. Долго, мучительно, но иногда забавно. Игра пытается быть эпичной историей о борьбе личности и кольца, но застревает в цикле багов, однообразных заданий и кривых анимаций. Ее можно порекомендовать только отчаянным фанатам вселенной и любителям страдать. Игорь. Я не Игорь Николаевич, я Игорь Николаевич. И снова Москва. 2600 рублей за посылку. Здесь у нас, кажется, игры на PlayStation 3. 2, 4. Ты знаешь французский? Да. Достанем по одной. И нас встречает надпись на русском языке: «Останьте смертью». Awesome take on the apocalypse. Потрясающая интерпретация апокалипсиса. Это вторая часть похождений всадников апокалипсиса под названием Darksiders 2. И тут он на обложке буквально изображен на коне, как он скачет. В отличном состоянии бокс. А смерть с косами и с кучей дел. Игра, где конец света — это не финал, а повод для эпического приключения. Мы играем за смерть одного из всадников апокалипсиса. Это слэшер, руби, прыгай, воскрешай. Эпичные битвы с демонами и ангелами. Приятная графика и звук. И посмотри, какая красивая комбинация ударов. А что будет дальше? Может быть, еще красивее. Это как коктейль из God of War, Prince of Persia и RPG. Динамично, эпично и местами абсурдно. Да, игра неплохая, но не идеальна. Но она стоит того, чтобы в нее поиграть. Вторая игра из этой посылки — Нарнии, а точнее Хроники Нарнии. Принц Каспиан. Видим бокс с надписью PlayStation 3. Нас снова ждет путешествие в Нарнию, где наступила новая эра. Участвуйте в эпических битвах в роли любого из 20 героев. Пупырка. Инструкция прилагается. Цветной. Это у нас персонажи из фильма. А это, кажется, фрагменты из фильма. И нам сразу показывают большие локации с масштабными битвами. Так, данную игру не играл. В свое время видел фильм. Видеть это слишком громко сказано. Я заснул на этом фильме. В кинотеатре, я помню. Магия, мечи и мыши-мушкетеры. Ты знаешь, неплохое отзывчивое управление. Несложная боевка. И приятные локации. Замок ЯРЛ изображен на Б-карте. В шикарном состоянии бокса и все остальное. А это у нас Pro Evolution Soccer 2008.
А в народе просто PES 2008. Также бокс с надписью PlayStation 3. Это у нас футбольный симулятор от Konami, соперник серии FIFA. На обложку от 2008 для разных регионов присутствует Криштиану Роналдо, второй футболист в зависимости от региона. Тут компанию Роналдо составляет Лукас Нил. Значит, это австралийского региона диск. В японской версии всегда изображен только Криштиану Роналдо. Смотри, тебя хотят взять на понт данной надписью. И в Football Your Life, PES 2008 is your game. Что в переводе значит «не играй в FIFA» от электронов. Блин, молодец, Игорь. Все боксы в отличном состоянии. В каждом боксе имеется пупырка, мануал. Спасибо ему за бережное хранение и, главное, за качественную отправку. Проспект. Толстенный мануал. Вступи ряды. Написано здесь. И четвертая игра тоже футбол. FIFA 17. Также для PlayStation 3. Лицом игры стал полузащитник Дортмундской Боруссии и сборной Германии Марко Ройс. Что в новизну для данной серии FIFA, так это то, что первый раз были испробованы голосования для FIFA. И путем голосования выбрали Марко Ройс. И тут одним из главных нововведений стал сюжетный режим. История, то есть Journey, где игрок управляет восходящей звездой Алекса Хантера. Также имеется казус, как и с Формулой 98. Тут бельгийский нападающий Миши Батшуай жаловался на низкий рейтинг своего паса в данной игре. Был недоволен то, что его персонаж дает слабые пасы в игре. Не знаю, исправили они данную статистику или нет. Контролируйте каждый момент. Что я могу сказать? Спасибо, Игорь, и респект ему. Пора принять дозу кофеина. Легкая коробка. Кажись, одна игра. Пришла по почте. Директ. И никаких видимых повреждений. Отлично. Это почта! Посылка от Анны. Вау. Из Москвы. Стоимость данной посылки оценивается в 690 рублей. Это у нас Vanquish для PlayStation 3. Реактивный хаос в лучшем виде. Да, главная фишка Vanquish — это костюм АРС. Он превращает Сэма в реактивный болид. Да, с помощью данного костюма ты можешь разгоняться до космических скоростей и кататься на пятой точке. И плюс еще замедлять время. Выглядит эпично. Еще как. Еще бы игра создана Platinum Games. Теми самыми, что подарили нам Bayonetta. Отсюда и фирменный стиль, скорость, зрелищность и щепотка безумия. Бокс в отличном состоянии. Тут на обороте читаем, как разработчики хвалятся тем, что это эпический sci-fi шутер от третьего лица. И нетрудно с ними согласиться. Мануал на месте. Видим Bayonetta. Бэкарт. Если любишь, когда на экране творится контролируемый хаос, то это твой выбор. Данная игра имеется у меня на полке, однако там нет мануала. Это у нас следующая посылка, она полностью замотанная в скотч. Она у нас от Сэма. Тут так и написано Сэм. Nicknames for Sam. Город Владивосток. 1500 рублей. В такую цену приобретенная. Тут у нас Final Fantasy 10, вторая часть. Для PlayStation 2 Platinum Edition. Это редкий случай сиквела в серии. Тут вместо эпического пафоса поп-звезды и яркие костюмы. 3 девушки в образах поп-идолов спасают мир и делают это стильно и красиво.
Discover the truth behind Yuna's story. Открой правду через историю Юны. Пупырка. Мануал с красивой яркой обложкой. Это одна из немногих частей Final Fantasy с полностью озвученными диалогами. По крайней мере, на момент выхода. А это уже Full Auto 2 для PlayStation 3. Это очередной Burnout, который решил, что без ракет гонки недостаточно увлекательны. С надписью PlayStation 3, а в шикарном состоянии бокс. Игра для тех, кто считает обычные гонки слишком скучными. С оборотной стороны обклеен всякими ценниками, магнитными лентами. Тут у нас newvasiki.ru. А в боксе пупырка, мануал, вкладыш. Бэкарт. Но его не достать из-за данной наклейки. Да ты чё рофлишь? Сначала танцы с переодеваниями Final Fantasy X2, а теперь тотальный аннигилятор на колесах. А тут надо отдельно отметить саундтрек. Он просто аудиоадреналин здесь. Он состоит из бодрого рока и панка. Тут такие группы играют, как Stone Sour и Sum 41, что идеально подходит для того, чтобы разносить город в щепки под гитарные запилы. Первое впечатление такое, если бы у Майкла Бэя и игры Burnout родился ребенок, он бы выглядел именно так. Мне кажется, данный девиз данной игры: зачем обгонять, если можно превратить врага в дымящийся дуршлаг? Деструктивность здесь возведена в абсолют, разрушить можно практически все, что выше бордюра. И ты знаешь, здесь попахивает предательством Microsoft, так как первая часть была эксклюзивом для Xbox 360, но сиквел решил сменить лагерь и заехал на PlayStation 3, причем еще на старте продаж консоли, чтобы показать владельцам Sony, как весело проходить игры HD 720. Саундтрек — это чисто концентрат 2006 года, под которого уничтожать противников в разы приятнее. Это идеальная игра, чтобы выпустить пак после того, как в Final Fantasy X2 ты полчаса выбирал подходящее платье для Юны и спасал мир силой дружбы. Здесь платье только одно — кевларовое, с турелью на крыше. Это идеальный антистресс. Здесь ты спасаешь мир от избытка целых зданий и лишних запчастей у конкурентов. Очень легкая коробка, кажется, снова одна игра. Она пришла через DPD. You can't park this, huh? Это у нас от Дмитрия. Дима, почему у меня руки розовые? Из Ставрополя. Игра на PlayStation 4. God Eater. Японского региона. Напоминает игру Monster Hunter, но с более динамичным боем и футуристическим оружием. Сюжет подается через диалоги и кат-сцены. Можно погрузиться в историю, а не только любить монстров. Внутри есть мануал, но, как ни странно, для японского региона очень скромный, не цветной и не объемный.
Если любишь динамичные бои с огромными чудовищами, то данная игра может тебе понравиться. А это у нас большая посылка, по крайней мере почтовый конверт большой. Размер L. Это нам прислал Павел из Балашихи. Хочешь уехать из Балашихи? Учи язык. Бонжур-то. Теперь мы знаем немного больше о Павле, то что у него есть мясорубка. И то, что он читает российскую газету. Данная газета датирована у нас 5 марта 2025 года. Почти год назад. Uno, due, tre, quattro. 4 игры на PlayStation 2. И первая игра это у нас Ханна Монтана. Я знаю, что я должно быть 2. Hannah Montana. Видимо, Павел решил, что одной порции поп-музыки и подростковых приключений не будет мало, и дал вторую в качестве бонуса. По крайней мере, мне так кажется. Теперь есть возможность пройти ее дважды или подарить другу, который также фанател от Майли Сайрус. Видим, что текст на немецком языке. Я diese Text auf Deutsch. И тут нет мануала. Verdammte Scheiße. And not Scheiße. Игра повествует о нелегкой судьбе Майли Сайрус. Днем она обычная школьница, а вечером суперзвезда Ханна Монтана. Я помню, как мы в детстве носили все спортивную одежду Монтана. Это вам не God of War, где ты вырываешь глаз циклопу. Здесь ты вырываешь себе глаза от количества розового цвета на квадратный сантиметр экрана. Геймплей прям для настоящих викингов. Весь игровой процесс делится на 2 этапа, каждый из которых заставляет мои тестостероновые железы сжиматься в страхе. На концерте нужно вовремя нажимать кнопки, как в Guitar Heroes или Bass Groove. Это непривычно, когда твои пальцы привыкли к курку дробовика. Если лажаешь, то толпа девочек-фанаток разочарованно вздыхают, а этот звук ранит больнее, чем стрела в колено. Это шопинг и реп-секции. Я провел в виртуальном моле больше времени, чем в реальном за последние 5 лет. Ты знаешь, во время игры я поймал себя на том, что подпеваю. Еще через час я начал разбираться в сочетании бирюзового и фуксии. Тут есть свои плюсы, никто не пытается тебя убить. Кроме чувства собственного достоинства. Моя итоговая оценка данной игре это 10 розовых заколок из 10. Пойду пересмотрю Рэмбо, чтобы хоть как-то вернуть себе мужское лицо. Следующая игра это World Wrestling Championship WWC. Рестлинг. Данный персонаж мне не знаком. Если знаешь, кто это, напиши. Интересно. Данную игру я не играл. Но надо будет попробовать. Наверное, здесь, как обычно, бросаешь соперника, делая фирменные приемы и боретесь за титул чемпиона. Радует присутствие мануала. Слушай, после Ханна Монтана я думал падать ниже некуда. Но тут снизу постучали кувалда из папье-маше. Это игра, которая заставит тебя скучать по розовым пайеткам Майли Сайрус. Знаешь, в нормальных играх про рестлинг есть харизматичные качки с именами вроде бы Скала или Гробовщик или Бам-Бам Бигелоу. А здесь у нас только мужик номер 1, мужик номер 2 и, если повезет, номер 3. Если ты думал, что рестлинг это динамичное шоу с прыжками с канатов, то данный рестлинг тебя переубедит. Нажав кнопку удара, я иду на кухню, завариваю чай, возвращаюсь и как раз вовремя, чтобы увидеть, как мой боец наконец-таки заносит кулак. Ребята, это не файтинг, это пошаговая стратегия для очень терпеливых людей. Главный шедевр это музыка. На экране 2 потных гиганта пытаются изобразить захват, а на фоне играет какая-то жизнерадостная мелодия и заставки прогноза погоды 90-х. Никакого тяжелого рока, никакого пафоса. Ты впечатываешь противника в ринг, медленно по-эстонски, конечно, здесь, а игра тебе такая ту-ту-ту-туру. Это создает диссонанс. Я видел много отстоя. Но WWC это чемпион мира в тяжелом весе по унынию, ребята.
Здесь настолько все плохо, что даже Ханна Монтана кажется хардкорным экшеном с крутым саундтреком. На фоне этой игры любая другая кажется шедевром. Здесь музыка живет своей жизнью, отдельно от реальности. Бойцы одинаковые, как пельмени в пачке. Пойду включу Ханну, там хотя бы кнопки надо нажимать вовремя, а не раз в пятилетку. Конечно бы хотелось бы его разорвать. И вот вторая копия Ханна Монтана, но уже с мануалом. Отлично. Также у меня есть Ханна на PlayStation 3. Так, и следующая игра у нас волейбол. И непростой Power волейбол. Судя по обложке, игра обещает знойный пляжный волейбол с красотками. А мануал на месте. Опанька, здесь мы видим тоже знак, что был и на коробке от рестлинга. О май гад, неужели те же разработчики? Стоило нажать старт, как вьетнамские флешбеки из WWC накрыли меня с головой. Знакомый почерк мастеров из Феникса. Да, это Power Volleyball, пляжный волейбол от создателей сонного рестлинга. Похоже, у них в офисе висит девиз: а сделай это медленно, сделай это одинаково, и пусть музыка сведет их с ума. Похоже, я проклят. Сначала гардероб Майли Сайрус, потом сонные борцы-клоны. И теперь я решил, что пришло время для прекрасного. Ожидая увидеть знойное солнце, песок и девушек, которые грациозно прыгают за мячом в стиле Dead or Alive Extreme. Боже, как я ошибался. Я ждал драйва, но ничего греха таить, немного эстетического удовольствия. А в реальности получил день сурка в санатории. Power Volleyball — это пляжная вечеринка в доме престарелых. В моих фантазиях это должен был быть праздник спорта и эстетики. Но в реале оказалось никакого грации, никакого драйва. Это просто армия одинаковых биороботов. Сами спортсменки передвигаются с грацией асфальтоукладчика. Но музыка — это отдельный вид пытки. Эта музыка настолько не в кассу, что под нее хочется не мяча добивать, а медленно заполнять налоговую декларацию. В ней нет ни солнца, ни моря, ни жизни. Ты знаешь, в этой игре есть плюс. Игра учит смирению и терпению. Ты начинаешь ценить даже самые плохие игры, потому что они все равно будут лучше этой. Мне кажется, музыка написана человеком, который никогда не видел моря. Верните меня в раздевалку к Ханне Монтане. Там хотя бы музыка была в тему. Теперь я точно знаю, диски каких разработчиков нужно сжигать. Самый отстойный волейбол, который когда-либо видел свет. После этого даже Ханна Монтана кажется шедевром игровой индустрии. А зато мой молот быстрее, чем эта игра. Ну что, народ, наш марафон потрошителя коробок подошел к концу. Как видите, логистические компании — это как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, приедет ли тебе коллекционка в идеале или игра, которой, судя по виду, в футбол играли сами сотрудники склада. Но сегодня нам явно везло. Кстати, о везении. Прошлый ролик просто взорвал статистику канала. Мы собрали целых 53 лайка и просмотры перевалили за 1000. Для кого-то это просто цифра, а для этого кожаного — исторический рекорд и знак того, что вы с ним на одной волне. Спасибо вам огромное за каждый палец вверх. Кроме этого, автор канала благодарит и приветствует новых подписчиков канала, а именно Андрей Бажин, Риф, Trix X2077, Будулай из 90-х, Вадим Овсянский, Андрей Ша, Ванек Мобайл, Константин Рязанов, Артем Легионер Смит, Russian Bear, PC и отдельный респект за ваши комментарии. Серьезно, читать ваш позитив — это лучше, чем найти редкий картридж по скидке. Вы лучшие. Mr. Billy Costigan, Real Gamer Errors, Элруса 8, Прокуратор, Грант 6314, Кимиасма, Тимофей Покровский, Кредс, No Mercy, Рокер Принц. И на этом ролик подошел к концу. Жми лайк за удачный улов, подписка, так, за будущие редкости.
Пишите в комментариях, что из обзора вы бы первым вставили в свою приставку. Суровую Онимуша или все-таки Хану Монтану. И на этом ролик подошел к концу. Вам хороших игр на палку. Увидимся в следующем ролике. Адиос, амигос! Forever young.